Всем привет, товарищи сантехники, и не только сантехники. Довелось мне немного побывать в такой котельной. На первый взгляд, вроде, нормально сделано все, пойдет, все хорошо. Сейчас у нас котел включен, работает у нас на бойлер, загружается бойлер. Бойлер, к сожалению, холодный. Здесь у нас есть подводы от котла непосредственно, так как котел Бакси, слим напольник. Это у нас идет на насос теплого пола, второй этаж. А здесь у нас загрузка бойлера, но он в розетку не воткнут. Ага. После проверки вот данного момента, куда же у нас идет провода, выявился следующий факт, что это у нас является загрузкой бойлера. Но по факту это является обратка второго этажа теплого пола. Причем без каких-либо насосных групп, насососмесительного узла, без чего-либо выполнено. И один край тестером проверил, это у нас должен идти на контур отопления. Вот данный насос, который крутится у нас постоянно. Причем система такова, что этот насос стоит на обратке, ну и хорошо. Он у нас прогоняет общую систему, но на первый этаж, на подвал и на второй этаж у нас они просто сделаны, от кольца, от гребенки. На них нет своего насоса. То есть этот насос трудится и на них, и чтобы прогнать данное кольцо. Но такой казус, когда включается любой из насосов, например, теплый пол первого этажа, бойлер косвенного нагрева, получается, что система вся тормозится. Это охлаждается, это нагревается, то есть подача охлаждается, обратка нагревается. Все перебивается, уже перестает работать второй этаж, подвал вообще никак не работает, первый пол отопления не работают, абсолютно. И попросили немножко с этим разобраться. Вот, я просто вас сейчас немножечко шокирую. Так, 35 градусов обратка теплый пол. Ёлки-палки, подача 80 градусов. Недавно смотрел, зашкаливало, было... Термометр зашкалил, не хватило значения. Здесь у нас показывает градусник, и то он неправильно, потому что здесь, и температура очень-очень высокая. Здесь 45 градусов показывает, и это немножко не совсем так. Так, товарищи, на бойлере косвенного нагрева нету никакой группы безопасности, нету расширительного бачка. Это все отсутствует. По крайней мере, давление 3 атмосферы, скважина, стоит насос. Поэтому до сих пор все с ним в порядке. А раз в порядке, и с деньгами пока не особо круто у людей, поэтому будем его оставлять, скорее всего, так. Хотя это и преступление, но во всяком случае. Здесь я хочу объединить первый подвал и второй этажи. Я их объединяю в одно, сажу на отдельный насос. Будет отдельный насос на них. Насос, который будет гонять общее кольцо, остается этот же, только он у нас с него слезут функции прогонять первый этаж, подвал и второй этаж. Что еще у нас? Он у нас будет гонять только лишь кольцо, именно кольцо. Теплые полы поставлю клапана, трехходовые, термосмесительные, и на первый, и на второй этаж. Сделаем это все немножко, чтобы работало, хотя бы работало. Загрузку бойлера переключим, провод отсюда изымем, поставим на загрузку бойлера, пока будет так. Так как люди пользовались, им нравилось, когда была горячая вода, а сейчас она просто-напросто холодная, так как насос отключен, иначе вся система рушится, вообще рушится. Кстати, приходил к ним, вызывали человека, который должен бы обслуживать котел Бакси. Выскакивала ошибка, что
Что он сделал? Он почистил косой фильтр. Ошибка пропала. Как таковая. Но он... Да ему похрену, в принципе, что куда подключено. Вроде ошибка пропала, до свидания, я свое дело сделал. Сделаю полипропиленом также. Затрат ни о какой меди тут говорить не приходится. Затраты минимальные, так как сейчас немножечко с деньгами напряг. И давайте еще раз я посмотрю, какова температура. 32 на обратке. Ой, 33 градуса на обратке. Так, подача. Иди сюда, красавица. Опа, ребятки. Пипец. Все, ушел, зашкалил. Все, он просто вылетел. Я удивляюсь, я поражаюсь, как до сих пор терпит эта металлопластиковая труба. Но система, честно говоря, бедовенькая, не работает. Должным образом она вообще не работает. Причем это людям уже переделывали. Так. Да, насос на рециркуляцию у нас тоже чугунный стоит. Все, я все постараюсь сделать все, что в моих силах. А там уже смотрю, насколько это будет хорошо, красиво. Будет хорошо, будет видео. Будет дерьмово, видео. А может тоже будет. Смотрю, здесь закручен. Ну, это заглушка. А то мало ли что, вдруг вода польется. Все, в принципе, верно. Как же. Да, и сделаю небольшой штришок. Здесь соединю с этим. И будет подпитка уже жесткая. Я думал, что длинный провод это у нас идет на бойлер загрузка, а короткий провод идет на систему отопления, на контратопление. Но оказалось все иначе. Короткий на загрузку, длинный на контратопление. Кстати, что характерно для местной экофауны, на провод у нас трехжильный, синяя была фаза, коричневая 0 и, естественно, земля была желтой. Тут они угадали. Уже так, сейчас у нас вот включен как раз контур загрузка бойлера. Смотрим. 60 градусов. Показывает у нас подача. Непонятно, сколько здесь длины труб. Можно было бы два контура и второй этаж и первый этаж сделать на один насос. Но неизвестно. Ложил непонятый мастер, так скажем. Если у кого-то есть мысли, то, пожалуйста, в студию. Пишите в комментариях. Ну все, товарищи. Я думаю, что пора немного пойти в бой. Удачи!